сегодня будем делать домашнюю колбасу. Я взял вот таких 3 кусочка, ну, по 2,5 и один кусочек получается меньше, кило 700. Режу на такие полосочки. И потом, получается, я кручу это мясо через мясорубку, но с большой насадкой. Вот у меня вот такая мясорубка Bosch Mum 5 с такой насадкой. И вот такая вот сама сетка именно на 4 отверстия. Вот такое мяско. Жирненькое, это ошеек. Вот оно все нарезано. Сейчас просто пропускаем на мясорубку под большую насадку. Включаем комбайн. Берем мяско и полетели. Вот так быстренько пропускаем мяско. Ну, оно, в принципе, само тянет. 2 секунды. И готово. Чуть-чуть помогает. Ну, в принципе, с такой скоростью уходит где-то минут 5-10 на то, чтобы перебить вот эти 7 килограмм мяса. Мы подготовили почти 7 килограмм свинины и грубо 3 килограмма курятины. Там бедрушки, ножки, такое. Все обрезанное. Получаются такие кусочки. В принципе, вот они. Как раз для колбасы нормальные куски. Перебивает. Отлично. Все. Далее я покажу граммовку, сколько чего нужно на килограмм. И получается, мы делаем приправы, комплекс приправ, все перемешиваем, и я ставлю на ночь до утра, а утром буду набивать уже кишку. Для приправ я использую первое, это нитритную соль и обычную соль 50 на 50 с расчетом 10 грамм на килограмм нитритной соли и 10 грамм обычной соли. Так как у меня 3 килограмма 100 грамм фарша куриного, я буду сыпать 31 грамм нитритки. Вот еще чуть-чуточку и все. 32. Можно чуть-чуть забрать. 31 грамм. И получается обычной соли. 62 практически угадал. Еще 1 грамм. О, 62. Все. На этом соль закончили. Дальше получается нам нужен сахар. Сахара с расчетом 5 грамм на килограмм. Берем сахар. 5 грамм. Это надо добавить 15 грамм. Значит, должно быть 77. Еще чуть-чуть. Да, я думаю, туда хватит. 78. Ну, 77 грамм, короче. 15 грамм. Все, это все отправляем в фарш. Рассыпаем вот так на весь фарш, чтобы оно потом все хорошо перемешалось. Так, это готово.
Дальше по моему рецепту идет чеснок. Идет 6 грамм чеснока в зубчиках на 1 килограмм фарша. То есть нам надо 18 грамм, получается, на 3 килограмма. 16, 17. Ну, еще небольшой. Вот 18 грамм. Далее я этот чеснок пропускаю через обычную чесночницу, выдавливаю и все. 3 грамма на килограмм черного перца. То есть нам надо где-то 9-10 грамм. Я просто беру вот так перец горошком и насыпаю. Даже перебор. Надо 2 грамма. Грамм сделать. 12 грамм. Еще чуть-чуть убрать. 10 грамм. 10 грамм отлично. И сюда же добавляем, получается, душистый перец с учетом полграмма на килограмм. То есть нам нужно 1,5 грамма буквально. Ну там 2 грамма. То есть это немного. Вот. Хотя душистый перец легкий. Вот 12 грамм. Все, хватит. Весы не точные, поэтому вот так вот. Теперь берем эти перцы и просто перебиваем в блендере. Мелкой насадки нет. Я сбиваю в такой чашке. То есть вот я высыпаю все туда, содержимое. Закрываю крышечку. И просто включаю и перебиваю. Вот. Ну вот, в принципе, готово. Теперь берем кориандр и мускатный орех. Мускатного ореха нам необходимо полграмма на килограмм, а кориандра нам необходимо 0,3 грамма на килограмм. Мускатного ореха я насыпал 2 грамма. И теперь надо добавить 1 грамм кориандра. Я добавил еще 1 грамм кориандра, получается. Ну, в принципе, все. Это вся смесь. И дополнительно по рецепту, по моему, необходимо добавить ледяной воды на килограмм фарша 50 грамм. Вода с холодильника, с морозилки. Добавляю 150 миллилитров. Даже можно 160 на количество 3 килограмма 100 грамм фарша. Ну вот, я думаю, этого достаточно. Все, выливаем, получается, вот все наши приправы. И выливаем сюда вот эту всю воду. Все, теперь необходимо хорошо все вымешать. И ставим в холодильник до завтра. Мы все вымешали. Получилось, видите, как ниточки вот так тянется фарш. Очень прикольно. Ну, где-то мешал минут 5. Вот эти 3 килограмма. Все смешал. Очень пахнет. Все, отставляю в холодильничек и занимаюсь этим фаршем. Рецепт точно такой, один в один. Все приправы и чеснок добавлены. Осталось только перемешать и
Свиной фарш тоже готов. Это мясо тоже готово. Уже вот видите, как такие полосочки, ниточки тянутся. Мешала где-то минут 5-7. Ну, все, в принципе, готово. Ставим в холодильнике до завтра. Завтра будем набивать. Сейчас подготовил шприц, перемыть кишки и набиваем колбасу. Куриную и свиную. Кишки промыты, готовы. Мясо заряжено в шприц. Все, сейчас нарезаем веревочки, завязывать и будем набивать. Куриную уже забили. Получается вот такая колбаска. 32 миллиметра кишка. 3 килограмма уже зарядили. Приступаем теперь к свиной. Мы уже набили полностью все мясо. Вот получается остатки. В такую типа сардельки сделали. А так обычно вот такая вот колбаска получилась. Прям такими кольцами мы ее будем вешать в коптилочку и коптить. Вот мы добрались до дачи. Сейчас будем заряжать коптилочку. Это у нас свиная колбаска. Это у нас куриная колбаска. Вот такой у меня аппарат. Я сам его делал. Сделан он из посудомойки. Есть парогенератор. И есть у нас дымогенератор. Вот такой. Ну, в принципе, сейчас заряжаем, включаем на просушку. Колбасу мы переместили в коптильную камеру. Один датчик здесь, один датчик в куриной колбасе. Колбаска уже подогревается. Получается, мы практически прошли процесс отепления. Почти 20 градусов. В самой коптилке 40 градусов выставлено. Сейчас поднимется до 20 градусов температура. Мы переключимся на коптилке на 60 градусов и будем ждать отепления, пока колбаса не отеплится до 40 градусов. Мы засыпаем щепу. Я использую ольховую щепу. Приблизительно 2 вот таких тарелочки хватит. Температура внутри колбаски достигла 20 градусов. Переводим нашу температуру на 60 градусов и обсушиваем, пока на термометре не будет 40 градусов. Уже при 40 градусов мы запустим дымогенератор. Температура достигла 40 градусов внутри колбасы. Значит, по идее она уже подсохла. Смотрим. Да, действительно, она снаружи уже вся сухая, влаги нету. Закрываем отверстие, откуда поступает воздух свежий, и прикрываем там, где выходит, до половины. И можно включать генератор. Температуру я поднял до 80 градусов. Запустил дымогенератор. Вот, дымок уже пошел. Все, теперь ждем. Температура внутри колбасы дошла до 60 градусов. Я уже запустил парогенератор. Сейчас отключим, перекроем дымогенератор и обязательно выпустить весь дым. О, вот такая у нас колбаска получилась. Красивая. Она еще будет на тон темнее. Поэтому выпускаем весь дым. Выключаем дымогенератор. И закрываем этот вентиль. Красота какая. Дым весь выпустили. Подали пар. Теперь, получается, надо довести до готовности. Это 72 градуса. И, в принципе, потом просто просушить колбаску тут же и готово. Также 80 градусов оставляем внутри камеры, чтобы подогревало.
Температура внутри колбасы достигла 72 градуса. Все, мы можем открывать. Смотрим на нашу колбаску. Вот такая колбаска получилась. Выключаем парогенератор, тен. Открываем все воздуховоды. И теперь просушиваем полчасика. Колбаска готова. Колбаска подостыла. Уже просохла сверху. Теперь можем ее извлекать из этой чудо-машины и пробовать. Мы дома. Получается, вот эта колбаска у нас комбинированная. В начале куриная, в конце свиная. И посмотрим, какая она получилась. Ну и попробуем, конечно. Вот такой срезик. Очень красиво, сочненько. Все, всем приятного аппетита.